Всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать о телеграм-боте Katizen, который недавно у нас раздал наш второй airdrop пас уже. Второй airdrop нам раздал в airdrop пасах. И мы уже получили все там на свои аккаунты. Кто-то уже, наверное, вывел, кто-то уже продал. Но сегодня вам покажу, сколько у меня всего там вышло, сколько я вложил, сколько, получается, я забрал. Сразу скажу, я остался в минусе теоретически. Вот. Но как это можно рассуждать, конечно, все поверхностно. Но давайте переходить потихонечку. И немножечко еще новостей как бы о самом телеграм-боте Katizen. Они нам выкатили вот такой вот пост. Они нам рассказывают о том, что нашли себе очень крупного инвестора. Это действительно очень крупная компания Animoca Brands, получается, которые являются инвесторами и которые помогли им, денежку дав им, получается, для развития, во-первых, экосистемы самой Katizen, для развития их гейм-центра Katizen и для дальнейшего будущего по созданию новых игр, таких как, допустим, Копибомба, да, который мы ожидаем, возможно, какого-то второго сезона от Бомби, и, возможно, эти деньги были помощь им для листинга соответствующего, который будет Бомби. Листинг Бомби, когда он будет, будем обсуждать в другом ролике, сейчас не про это. Вот, это довольно-таки неплохая новость по той простой причине, что инвесторы в таких таполках это довольно-таки большая редкость. Очень большая редкость. Тем более именно вот в проекты, которые уже давно у нас существуют. И вот уже на стадии того, как уже раздали дропы, там идут какие-то дроп-пасы, да, найти себе инвестора довольно-таки проблематично. Значит, большие деньги все-таки видят перспективу в развитии вот этой экосистемы Katizen. Потому что просто так никто не будет вкладывать деньги, чтобы их потерять. Скорее всего, они вкладывают эти деньги для того, чтобы получить потом гораздо больше выгоды и прибыли. Соответственно, возможно, они будут в токенах Kati это получать. И, возможно, в будущем мы будем ожидать каких-то больших цифр по цене на токен Kati. Но вот давайте переходить к airdrop pass, к самому airdrop pass. И что у нас здесь? Это вот мой аккаунт, основной, он у меня единственный, по сути, которым я вот именно в Katizen играл. Получается, здесь вот мой аккаунт, вот столько я получил со второго airdrop паса. Это в общей сложности 637 токенов Kati, получил я 285 тысяч поинтов в Бомби. И получил 13 миллионов, 710 тысяч Kati поинтов, которые были уже начислены на аккаунте. Если вы зайдете в основной гейм-центр Katizen, внизу вкладочка будет airdrop, нажмете на нее, у вас будет такая же картиночка, где вы можете увидеть, если вы до сих пор этого не сделали, ничего не зачекали, никуда это все не зачекинили себе на кошелечке, на другие аккаунты, то советую быстрее это сделать. У нас тут немного времени осталось. Вот, что нужно сделать? Нажимаем кнопочку чек, и нас перебрасывает, соответственно, в тот же Kati, куда нам замитится, точнее не замитится, а зачекаются наши те самые поинты. Соответственно, также мы нажимаем на Бомби, переходим в Бомби аккаунт, но все, кто играет в Бомби, параллельно с airdrop пассом Katizen, те, когда зашли в игру, в почте у себя, в письме, увидели о том, что им пришли эти токены. Потому что вот именно в Kati сразу начисляли на аккаунты, получается в Бомби сразу начисляли аккаунты, и вы могли в письме сопроводительном все эти вот бонусы свои увидеть. Но кто-то быстро все прощелкивает и не заметил. Мне задавали люди вопросы, почему я там не получил, как это все получить. Они вот эти вот поинты Бомби, именно и поинты Kati, они начислялись сразу на аккаунты. Что по самому токену Kati? По самому токену Kati они нам тоже начислялись на основной аккаунт. Если мы нажмем сейчас чек, нас перебросит именно в Katizen. В бот Katizen, где нам по сути и начислили те самые токены Kati. Где их здесь посмотреть, сейчас я покажу и будем обсуждать вообще, насколько это все у нас ужасно и критично получилось. Сколько я туда вложил, сколько у меня приблизительно вышло на выходе. Забираем. Давайте перейду на основной экран. И отсюда начнем. Если мы нажмем сюда вот на кнопочку airdrop pass, нас перебросит туда обратно в airdrop pass. Если мы ткнем на кнопочку вот эту вот launch pool, нажимаем на кнопочку launch pool, мы попадаем вот на такое вот окошечко, где у нас вверху есть вкладка «Мои активы». Нажимаем на «Мои активы», и вот сюда, на вот этот самый баланс, нам начисляли токены
Кэти. И здесь их можно было вывести отсюда, эти токены Кэти. Ну, у меня сейчас на балансе их нету, давайте прощелкаю сейчас вот это все. Смотрите, у вас здесь будет отображаться, если вы до сих пор никуда не вывели, они могут сгореть, так что срочненько это делайте. А если мы нажимаем на сам токен Кэти, сюда на картиночку, то вот здесь есть у нас баланс наш. Общий баланс у меня сейчас 0,00. Вот я выводил отсюда все свои токены, но здесь пока они почему-то не отобразились. Вот, смотрите, нажимаем здесь вкладочку «Вывести». Появляется вот такое вот у нас окошечко, у вас там будет на балансе, допустим, там ваши там 100, 200, 300, 500, сколько там, может, 1000 даже токенов Кэти. Переходите на баланс вывода средств. Здесь нужно ввести адрес кошелька, куда мы будем с вами отправлять эти самые токены. Сеть у нас тон, и мема нужно будет, если на ваш кошелек, указывает ли ваш кошелек мема или нет, то есть, соответственно, нужно здесь указать или не указать мема. Не все кошельки используют мема, а биржи тоже не все используют мема, некоторые биржи требуют это мема, и нужно сюда его вбивать. И здесь указываем сумму, сколько мы хотим вывести, то есть у меня максимально там 0,0, у меня по нолям я не могу ничего сделать. Вот, и все, сюда вбиваем адрес своего кошелька, выбираем сеть тон, кошелек должен быть тоновский, на тоновской сети работать точнее, и вбиваем мема, если оно нужно. Давайте перейдем, допустим, в ту же биржу OKX. Там человек один меня просил показать, как это делается вообще с биржи OKX. И я это все вам продемонстрирую. Вот у нас биржа OKX, получается OKX, можно назвать ее OKX, OKX, как хотите, называйте его. Здесь вверху у нас есть вкладочка, вот такая вот, активы называется. И здесь есть у нас вкладка именно пополнить. Нажимаем вкладку пополнить, нас перебрасывает в аккаунт, получается, пополнение, точнее на страничку пополнения. И здесь мы вот совершаем те самые действия. Выбираем криптовалюту, то есть открываем здесь, он у меня уже был забит, получается. Вы забиваете, набираете Кэти, соответственно у вас высвечивается, нажимаете, все. Здесь он у вас напоминает о депозите, убедитесь, что вы отправляете именно через тон, получается. Нажимаем ОК, здесь сеть у нас тон уже выбрана, потому что Кэти именно в сети тон работает. И вот здесь будет QR-кодик, и нажимать скопировать. Здесь будет копироваться адрес точнее, вашего депозита. Биржа OKX, она не требует у нас мема для того, чтобы перевести на нее токены. Соответственно, здесь его вводить не нужно. Что мы делаем? Копируем адрес нашего кошелька. Переходим обратно, получается, во вкладку «Выводы», Кэти. Здесь, где адрес у нас, забиваем тот адрес, который мы с вами скопировали. Вот адрес мы сюда вбиваем, сеть тон у нас стоит, мема нам не нужно. Здесь набираем сумму и нажимаем «Вывести». И вас поставят в очередь вывода. Ну, мне приблизительно пришли там, буквально там через минут 5, наверное, 10, может даже побыстрее. То есть, очень быстро пришли мои токены, долго я не ждал. Вот, соответственно, вот так вот приблизительно это происходит. Если вы перечисляете на какой-то либо свой кошелек, хотите их холдить именно, а не продавать, то есть если продавать, то, конечно же, на биржу лучше его выводить. А если собираетесь холдить, да, там, либо потом использовать куда-то, например, где-то в KTZN гейм-центре в какие-то игры, либо в бомбе, может быть, задонатить под конец, либо, может быть, в ожидании там следующих игр каких-то бомбе второго сезона, либо Кэпи Бомб, получается, куда можно будет тоже, наверное, скорее всего, донатить токенами Кэти. Вот, ну так как там пишут, доната не будет. Следовательно, можно вывести на кошелек, допустим, тот же TonKeeper, вбиваете сюда адрес, в TonKeeper тоже мема не нужно. Получается, адрес сюда TonKeeper своего кошелька вбиваете, сумма, все, нажимаете вывод, и у вас уйдет. Я переводил себе на кошелек, с кошелька переводил потом на биржу. Хотел сначала холдить, но потом решил продать. Ну и вот, давайте переходить, получается, к той сути, что насколько все это плюсом обошлось, насколько это минусом обошлось для меня, по крайней мере. Я в общей сложности сюда внес именно в Airdrop Pass 2 в районе, наверное, $90. Что-то такое вот наподобие того. Как осуществлялись эти донаты мною? Во-первых, был куплен вот этот премиум аккаунт, да, премиум, получается, подписка на Airdrop Pass, чтобы дополнительно эти сундуки получать. И во-вторых, я сразу же буквально в 3-й или в 4-й день накупил опыта, чтобы забрать все вот эти вот первые 60 сундуков.
То есть на это все было потрачено вот в районе $90, и потом я иногда забывал заходить, иногда мне некогда было. То есть все вот эти задания, которые были, получается, в Airdrop пассе втором, я их не выполнял максимально все там. То есть какие-то простые чекины, там перейти на X, то есть донаты, которые там совершать, приглашать друзей и тому подобное, те остальные вот эти вот задания я не выполнял. И по окончанию у меня там было в районе 400 токенов Кетти с airdrop пасса второго. И после пересчета, потому что не все поняли, как в первом airdrop пассе участвовать, поэтому там пересмотрели они, добавили нам дополнительный пул, еще там, по-моему, если не ошибаюсь, 800 там чем-то тысяч токенов Кетти дополнительно. И вот их поначислили нам, соответственно, и еще. И вот у меня вышло почти там, в 2 раза больше, чем я заработал во втором airdrop пассе. Вот, соответственно, вот такая вот сумма у меня получилась. Смотрите, на тот момент, когда я продал, я заработал, конвертировал примерно в 20 тонн. То есть я внутри кошелька конвертировал токены Кетти в тонн, обменял, получается, и тонн уже продавал. Тонн на тот момент стоил в районе $3,2. Заработал я на этом $64. Вложив 90, я заработал $64. Вот, так что приблизительно я оказался даже в минусе. Но, с одной стороны, у меня есть еще вот эти вот поинты бомби. Сколько-то дадут за них. То есть за эти поинты бомби сколько-то я получу еще дроп. Допустим, если там берут 3 0, немного там может быть, пару баксов. Может быть $1, может $0,5, что-то такое вот. И плюсом Кетти, поинты Кетти, как нам говорили в новостях о Кетти, да, самом Telegram-боте, что у них 1 миллион равен $1. То есть, соответственно, здесь я где-то около $14. Будем так считать, $14 заработал. И получается, в общей сложности, там, на минус 10 я долларов. То есть, там на 10% образно в минусе от своих вложенных. И немножечко расстроен. Наверное, скорее всего, в каком-то третьем уже airdrop пассе принимать участие я не буду. То есть в первом я еще как-то немножечко там в плюс вылез, даже, по-моему, в X2. Здесь во втором уже не получилось. И, соответственно, желания у меня нету. Это еще по той простой причине, что у нас токен Кетти укатался, цена его укаталась. И, соответственно, я не продал это все дешевле. Так что вот такая вот беда. Так что в третьем, наверное, airdrop пассе принимать участие не буду. Меня напрягает каждый день заходить эти задания однотипные выполнять. Причем, показал у нас второй airdrop пасс. Если у нас цена будет приблизительно такая же, то здесь, нереально иксы заработать, даже в ноль выйти. Теоретически плюс-минус можно выйти в ноль. Так что, я не буду принимать участие. Вам крайне не советую принимать участие в подобных мероприятиях, как airdrop пасс, где вы вкладываете деньги, ждете там 90 дней, еще можете увидеть вот так вот в минус, либо в ноль, да, смысла нету терять свое время, терять свои деньги, потому что, я не знаю, эти деньги можно было потратить просто на себя, получить какое-то в жизни удовольствие, потому что жизнь наша и так короткая, а не подарить им, чтобы они вкладывали там в ликвидность своего токена, зарабатывали на этом денежку, да, а вы оставались в минусе либо в ноле, нету никакого смысла. Так что крайне не советую принимать участие в подобных мероприятиях, как airdrop пасс от Кетизена, но вы все равно решайте сами, принимайте решения самостоятельно, вы все люди взрослые. Мое дело предупредить, ваше дело меня не послушать. Вот такие вот сегодня были новости по Кетизен. Насколько долго продлится вот это их вакханалия, получается, с геймцентром, я не знаю, поживем увидим, но пока сегодня, кажется, держится только на одном бомбе. Ждем аирдропа о бомбе, и там будет видно, будет ли существовать дальше геймцентр Кетизен, либо они начнут потихонечку сдуваться, если не придумают ничего нового. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.